Сегодня, как вы и просили, будем работать только на токарном станке. Посмотрим, что это за такая техника гильоше, и заодно сделаем красивую коробочку. Приветствую вас на канале Левша. В общем, в продолжение темы наручных часов решил изучить принцип нанесения узоров на металл, который называется гильоше, что в переводе оказывается и означает узор из волнистых линий. Сегодня будем делать не самый сложный узор, это будет по сути проба пера. А вообще, поскольку такая техника существует уже очень давно, для нее конструировались специальные станки с кучей сложных механизмов. Но сейчас век электроники, и многие узлы можно значительно упростить, даже в домашних условиях. Затачиваем специальный резец, выставляем 0 и запускаем простенькую программу, которую писал буквально на коленке. Суть ее в волнообразном движении резца по оси Z. Грубо говоря, он как бы соскабливает металл, плавно заглубляясь и выходя из заготовки с равным интервалом. В старинных станках такие действия происходили благодаря специальным шаблонам. Их было довольно много, все передачи были механическими, отсюда и сложность станков. Сейчас по сути те же шаблоны, но записываются уже в программу, что существенно все упрощает. Проблема только в том, что специальных программ для таких узоров не существует, приходится писать вручную, вот такой вот парадокс. Подъем и опускание тоже вручную по лимбам, вручную и смещение резца вперед и назад после 3 одинаковых узоров. Получается как бы полуавтоматический режим. Времени на весь узор ушло прилично, сюда нужно добавить медленную подачу резца, чтобы исключить его дребезги и многие другие мелочи. Но в первый раз, как говорится, нужна не скорость, а качество. В следующий раз еще попробуем другие типы узоров, уже более сложные, ну а пока главное с принципом нанесения разобрались, и это уже хорошо. Срезаем наш узор с заготовки, и пока длился процесс, родилась мысль такую стружку залить эпоксидной смолой и что-нибудь из нее выточить. Уж больно красиво она смотрится, но это уже в другой раз. Что можно сказать? Идея вполне себе рабочая, узор ровный, без задиров даже в глубине. Остается только проявить фантазию, и можно добиться хорошего результата. На днях ко мне приехала вот такая раритетная штуковина, похожа на часовой пресс, но точное предназначение неизвестно даже продавцу. Нравятся мне такие качественные добротные старинные станочки, а главное, насколько точно все подогнано. Большой плюс в том, что здесь цанговые патроны, и можно сделать любую необходимую оснастку под свои нужды. В частности, даже изготовить клише с таким узором, который делали сегодня, или любым другим, добавить нагреватель от паяльника, и можно смело делать тиснение на коже. Думаю, получится хорошо. Здесь еще есть ниша, наверное, для готовых изделий. В общем, если вы знаете, для чего предназначался этот пресс, напишите в комментариях. Поскольку времени уже затратили прилично, давайте сделаем коробочку из дерева под вставку с этим узором. Заодно испытаем новую планшайбу, которую приобрел уже давно, но все никак не доходили до нее руки. Она предназначена специально для обработки древесины. Коробочку сделаем из граба. При его обработке нужно учитывать несколько моментов. Граб не любит перепады температур и влажности, поэтому для ответственных деталей, особенно мелких, где нужен точный размер, его лучше предварительно стабилизировать. Как раз недавно я купил маленький вакуумный компрессор, и думаю, скоро эту тему мы тоже попробуем. У него, конечно же, есть и достоинства. Это очень плотная и красивая структура. А пока снимаем заготовку с планшайбы и протачиваем сырые кулачки для обработки с обратной стороны. Эти кулачки сделаны из дюралюминия, они съемные и можно легко приспосабливать для различных работ. Граб не относится к очень ценной и редкой породе древесины, поэтому стружки сегодня будет много. Некоторые из вас советовали ее также использовать как наполнитель для эпоксидной смолы. Думаю, такой вариант тоже будем пробовать. Разворачиваем нашу будущую коробочку и выбираем материал изнутри. Здесь торопиться не нужно, как я уже говорил, древесина очень плотная, и при быстром заглублении может происходить незначительная деформация геометрии.
На больших изделиях это практически незаметно, а вот с мелкими нужно быть аккуратней. Шлифовать будем только стенки, потому что внутри еще будет одна вставка из венги. Крышка – самый ответственный элемент. В ней как раз будет располагаться вставка с узором гуляше. Резцы я специально не использовал ручные, чтобы точно попасть в размер, хотя здесь ЧПУ не подключал и по сути работал также вручную. Она должна садиться довольно плотно, потому что еще будет финишная обработка, да и сошлифовать намного проще, чем потом нарастить. На всякий случай подожмем вращающимся центром и подгоним под один размер. Как бы мы ни старались, все равно есть немного расхождения в геометрии, есть небольшой запас, поэтому это не проблема. Шлифуем 500 и 2000 финишной наждачной бумагой, далее срезаем заготовки. Ленточная пила штука довольно коварная, и чтобы не провернула и не заклинила круглую деталь, предварительно зажмем ее в тиски. Теперь нужно проточить выемку под нашу декоративную вставку. Специально оставил маленький бортик, чтобы вставка садилась только на края. Сегодня решил все работы выполнять только на токарном станке. Иногда в комментах пишут, мол, имел бы я столько станков и тому подобное. Знаю страничку в Инсте, где ребята занимаются изготовлением и продажей только коробочек для украшений. Так вот, имея даже один маленький такой токарный станок, можно наладить домашнее мини-производство. Как говорится, было бы желание. Внутри будет располагаться держатель для обручального кольца, и его сделаем из венги. В классическом варианте проще сделать вставку из какого-нибудь недорогого материала и покрыть флоком. У меня установки для флокирования нет, и поэтому сделаем пока так. Еще гуляше часто покрывают эмалью. Раньше это были эмали из легкоплавкого стекла, теперь же есть даже холодные эмали, с которыми также в будущем будем экспериментировать. Пока же мы вклеим вставку на двухкомпонентный клей и покроем коробочку воском. За кадром немного прогрел воск феном, чтобы он глубже впитался в древесину. Через некоторое время стираем излишки и натираем до блеска. Обручальное кольцо находится не рядом, но зато известны его параметры. Пока же в роли кольца выступит обручальная плашка. Получилась такая не очень сложная, но довольно увлекательная работа. Зато теперь можно экспериментировать уже с более витиеватыми узорами. Вот такой он гуляше. Пока-пока.